Чао! В этом видео распакуем и рассмотрим Ясмин из новой коллекции Always Brats. Но перед тем как начать, напомню, что я есть в разных соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. А теперь снова к Bratz. Коробка куклы состоит из блистера и картонной основы. Вверху написано имя Ясмин и ее символ – лягушка с короной. Ниже написан слоган со страстью к моде и голографический логотип коллекции. Вся коробка тоже переливается. В этом выпуске основой цветовой гаммы Ясмин стали желтый и фиолетовый. Это сочетание выглядит очень стильно и очень дорого. С другой стороны коробки изображен арт во весь рост. И еще снова написано имя, вот только уже оригинальным шрифтом, он мне нравится намного больше. Ясмин пишет: Моя страсть в моде выражается в сочетании винтажного с современными элементами. Мои подружки зовут меня принцессой, ведь я люблю королевский стиль. В комплекте с Bratz в этот раз только аксессуары, а еще личный постер. Ну что, достанем Ясмин из коробки. Вау, она очень красивая. Я знаю, что ее образ вдохновлен реальной коллекцией с недавнего модного показа. Но, как по мне, Ясмин получилась модной хиппи. У нее очень выразительные глаза с перламутровыми розовыми тенями. Ресницы прорисованы в обоих уголках глаз. Мне очень нравится ее кошачий взгляд. Цвет глаз у Ясмин меняется часто. В этом выпуске они карие. А также есть миленькая родинка. Губы приоткрыты, они покрашены в нежную фиолетовую помаду с обводкой более темного оттенка. Волосы Ясмин меня расстроили. Они не такие густые, как казалось, но все же очень приятные и внизу завивающиеся кудрями. Мне попался вариант с прямой челкой. Под челкой не видно бровей куклы. Волосы Ясмин темно-коричневого цвета. И есть более светлые пряди. В этой коллекции все Bratz получили шарнирное тело. Но мы потеряли второй комплект одежды. Хотя под полосатой кофточкой прячется топик. Кстати, застежка сзади, а спереди же только имитация. Коричневая юбка выглядит как кожа, но это не так. С одной стороны есть маленький вырез. Очень мило выглядит обилие бантиков в образе Ясмин. Она сразу становится такой нежной. Мини-юбка состоит из 2 слоев. Под основным есть черная сеточка. Белый топик мой самый любимый предмет. Он очень милый. На нем фиолетовые и лиловые турецкие узоры, ассоциирующиеся с хиппи. Ведь именно такое настроение было у самой первой базовой Ясмин. Топ крепится на липучке и ленточке. У куклы достаточно аксессуаров. Золотые сережки и ожерелья состоят из крошечных цветочков. Также есть желтые солнечные очки с золотой оправой. Телефон с тоже золотым чехлом. Экран является наклейкой. Сейчас Ясмин смотрит чью-то историю. Кстати, это отсылка на Bratz Pets, которые выходили в виде плюшевых игрушек. Кроме этого, у Ясмин есть лак для ногтей и пудра с наклейкой, имитирующей зеркало. Вот только в ее сумочку можно поместить что-то одно. Хотя она очень красивая, с золотой ручкой. В общем, очень много золота. Теперь осталось расчесать волосы Ясмин и сделать ей стильную прическу. С помощью кондиционера для волос я смог привести в порядок ее кудри и задать им направление, а еще закрепить ее челку так, как хотелось мне. А сейчас сравним 2 разных базовых Ясмин. Справа у меня репродукция. Точно могу сказать, что обновленная Ясмин мне нравится больше, даже несмотря на отсутствие второго комплекта одежды.
У нее необычное лицо, которое поначалу меня отталкивало из-за чересчур больших губ и глаз, но теперь оно мне нравится. Лаконичного образа и золотых аксессуаров. В общем, побеждает Ясмин Always Brats. И вот вам интересный факт. Ясмин названа в честь дочери основателя компании MGA. Она настояла о необходимости создания таких красивых, необычных и дерзких кукол Bratz. Спасибо за просмотр. Жду ваше мнение, какая Ясмин лучше в комментариях. Мне же было очень приятно создавать это видео. Встретимся уже в следующем. Пока-пока.